Здравствуйте! Сегодня хочу поговорить с вами на такую тему, как не быть сам себе враг или чего не делать со своей психикой. Это второе мое видео на YouTube. В первом видео я пробовала, может быть, стеснялась, может быть, шутила и записывала его более игриво. Во втором видео я хочу преподнести информацию более экспертно. Кроме этого, я хочу предложить вам некую трилогию, вводную трилогию таких видео, в которых я буду рассказывать, чего не делать со своей психикой. Это первая лекция в трилогии. Во второй лекции я буду рассказывать, как выбрать правильного психотерапевта, психолога, врача, которому вы принесете самое драгоценное, свою уязвимость, свои самые сокровенные переживания и рассказ о себе. Это действительно очень ответственный шаг. И в третьей лекции я хочу поговорить с вами о том, что же там происходит за закрытой дверью психолога или психотерапевта, что это такое сеанс психотерапии, потому что по моему опыту именно эти переживания являются неким барьером для того, чтобы человек, даже тот человек, который задумался о такого рода помощи и о такого рода специалисте, чтобы он начал действовать и действительно пришел на прием. Итак, сегодняшнее видео посвящено такой теме, как сам себе враг, чего не делать со своей психикой. И некоторая подводка, некоторое вступление такое, которое заключается в таком вот умном изречении, что современная нейробиология, то есть такая наука, говорит, что способность к саморегуляции не возникает в изоляции, что регуляция формируется в отношениях. Заметьте, и это действительно так. Многие задачи кажутся нам сложными или даже неразрешимыми лишь до тех пор, пока на нашу проблему не посмотрит кто-то со стороны, не выслушает нас внимательно и не скажет: а ты не пробовал сделать так-то и так-то? И о боги, да, и порой мы испытываем огромное облегчение и действительно находим выход. Потому что иногда одного взгляда достаточно со стороны, чтобы мы нашли эффективное решение для нашего затруднения. Почему это происходит? Потому что иногда человек просто более компетентен в этом вопросе, именно в котором мы испытываем затруднение, нежели мы. Иногда на само переживание, что у нас такая проблема, такое затруднение, уходит очень много энергии, и само переживание забирает у нас способность здраво рассуждать и решить эту проблему. И мы тратим, на переживания больше времени и больше сил, нежели сама проблема стоит того. И все вы знаете такое изречение: слушай, так это выведенного яйца не стоит. Да? Вот такая поговорка. И иногда проблема не так страшна, как кажется, или тоже есть такая поговорка, изречение: не так страшен черт, как его малюют. И третье, иногда мы просто находимся во власти привычки и не замечаем, что наш способ справиться давно устарел. И здесь приведу такой простой пример. Когда мы воспитываем ребенка, и у нас маленький, он подрастает, и ему 3 годика, мы много используем в воспитании, в отношениях контроля. И это действительно обосновано, потому что это оберегает нашего драгоценного подрастающего человека от бед, и сложных ситуаций. Но если мы дальше будем этот контроль в воспитании, во взаимоотношениях уже с подросшим человеком, который становится подростком, применять, то, естественно, этот способ перестает работать. И поэтому в моем таком вступлении хочется сказать, что именно поэтому важно уметь говорить о своих затруднениях, делиться сомнениями, просить о помощи. И если мы говорим другому: слушай, у меня проблема, мне тяжело, мне плохо, мы включаем другого человека в диалог, мы делаем его союзником. И это означает, что
Ну, во-первых, у нас в окружении, значит, есть союзники, да, нам становится уже легче и хорошо. И это означает, что мы молодцы, что мы создали такие отношения и такой контекст в нашей жизни, где есть такие люди. Но это, конечно же, не означает, что мы по малейшему поводу грузим окружающих своими проблемами, и на любой вопрос «как дела?» мы начинаем говорить «о, ты знаешь», и на 20 минут. То есть во всем нужен баланс. То есть мы избегаем крайностей, потому что крайности, ну, это не признак зрелости, наверняка вы знаете об этом. Поэтому вот такое умение, когда мы умеем построить взаимоотношения, построить нашу жизнь, в которой есть люди, с которыми мы можем поделиться, с которыми мы можем быть уязвимыми и попросить о помощи, это жизненно необходимый навык, и то, и другое. Такие отношения иметь и просить о помощи, а не быть всегда сильным в броне. Как это выглядит в психотерапии? В психотерапии это выглядит так, что психотерапевт, психолог, носитель знаний о закономерностях психики, о структуре конфликтов. Он встречает клиента. Клиент — человек, который лучше всех осведомлен о своих переживаниях, он их переживает. И случается вот такой прям идеальный союз в данном случае, когда психотерапевт становится очень важным, помогающим, нужным, ну, вот, на определенный период жизни для человека. И по этому поводу такой знаменитый психотерапевт, который, кстати, хорошо пишет книжки, которые может читать любой человек, потому что они такие художественные, в которых просвечивает, конечно, психотерапевтическая линия, знания, но он очень талантливо пишет эти художественные книжки, то есть такие, да, истории про людей и про свой опыт терапии. И этого психотерапевта зовут Ирвин Ялом. И он говорит, что терапия — это прежде всего встреча. И в этой встрече человек начинает по-новому переживать собственные реакции. И еще есть такая очень замечательная фраза: каждый клиент знает решение своей проблемы. Единственное, что ему неизвестно, это то, что он это знает. И сегодня, возвращаясь все-таки к основной сегодняшней теме, тема первой лекции из вот этой трилогии, которую я хочу вам предложить. Да, в начале видео я сказала, кто забыл, может перемотать и снова послушать. Чего же не нужно делать со своей психикой? Итак, первое – это заниматься самодиагностикой. Наверняка вы слышали, что интернет, он создает иллюзию компетентности, когда мы, прочитав статью, уже находим у себя какое-то заболевание, но в данном случае, если мы говорим о психике, то, например, какое-то расстройство личности находим у себя или находим у своего партнера, что, в общем-то, может испортить не только нам настроение, но и наши отношения. И я вспоминаю такой случай, когда в частную клинику ко мне пришла женщина, довольно молодая, и почти с порога заявила, что у нее биполярное расстройство. Ну, первая моя мысль была подумать, ну да, наверное, там эта женщина уже болеет, и, наверное, у нее есть там толстая медицинская карточка, да, где описан анамнез и катамнез, это такой путь к болезни. Но нет, да, женщина пришла впервые, обратилась за помощью впервые, и на вопрос, а как вы узнали, как вы поняли, что у вас биполярное расстройство, она говорит, ну, у меня бывают прям вот подъемы настроения, а потом бывают спады настроения. И вообще я прошла тест вот на это расстройство в интернете, и у меня все пункты совпали. Тогда я начинаю выяснять, а у вас когда случаются подъемы настроения, как это выглядит? И выяснилось, в общем-то, да, раз я привожу этот пример здесь, то уже становится, вы догадываетесь, да, что подъемы настроения случались тогда, когда эта женщина вдохновилась чем-то или выспалась. А спады случались, когда она поссорилась с мужем или чрезвычайно устала.
И это, конечно же, не биполярное расстройство, это вот тот случай, когда человек занимался самодиагностикой. Нормальную человеческую эмоциональность человек принял за целое такое серьезное заболевание, да, очень сложно поддающееся лечению там, и так далее. Но нельзя забывать, что диагноз — это не набор совпавших каких-то пунктов, да, это динамика, это глубина, это дифференциальная диагностика, это годы обучения. А вот самодиагностика создает тревогу, что действительно может усилить какие-то симптомы, которые не относятся к этому заболеванию. Они могут быть вот, вполне так себе эмоциональным выгоранием или, да, каким-то вариантом невротических симптомов. Человек начинает себя как будто подгонять под расстройство, и это опасно, действительно. Второе, что не нужно делать со своей психикой. Не нужно путать стресс и разрушение психики. Потому что стресс — это нормальная реакция организма. А стресс мобилизует, он помогает адаптироваться. Но если стресса становится много и он становится хроническим, то это уже то, где нарушается тонкая грань и начинается разрушение организма. Или, другими словами, это называется уже истощением. Проблема здесь заключается в том, что разрушение происходит медленно. Оно не наступает как так, в одночасье. Сначала возникает усталость. Потом усталость не проходит после сна. Потом усталость не проходит после выходных дней или да, какого-то небольшого уикенда. Потом возникает раздражительность, это называется даже такой, существует даже такой симптом, который характеризует это, когда стресс уже перешел грань и начинается истощение. Потом присоединяется бессонница, потом возникает такое чувство, которое можно назвать апатией или такая ангидония, нет радости к тем привычным вещам, которые раньше приносили и удовольствие, и радость. Потом возникает переживание, что я, похоже, ничего не чувствую, ни радости, ни горести. А потом человек уже не встает с постели. И у него да, такое вот полное отсутствие уже физических сил. Более того, чаще всего человек не понимает, не узнает это состояние и начинает себе говорить: да соберись, там, слабак, да, ты просто устал, да, все нормально, у всех так. Но здесь вот именно и происходит тонкая грань, когда это уже наступило истощение центральной нервной системы, психики. И здесь важно не доводить психику до точки, где вот уже начинается защита нервной системы через формирование симптомов. И я могу тоже вспомнить такой пример клинический, когда на прием пришел мужчина, но это был руководитель крупной фирмы, и ему было уже за 40. С первыми симптомами, с которыми он обращался к невропатологу, это была бессонница, потом раздражительность, головные боли, они, да, называются головные боли напряжения. А когда этот мужчина стал лечить свои симптомы такого, да, хронического напряжения алкоголем, то возникла паническая атака. И вот уже с этой симптоматикой этот пациент пришел на прием ко мне, к психотерапевту. И он говорил: я думал, это просто стресс, да, я думал, что я сейчас соберусь и вот, да, отдохну, и еще что-то, да, предпринимал вот такое бытовое, обывательское. Но когда психика живет в хроническом напряжении без восстановления, это истощает нервную систему, но психика не ломается резко, она как будто изнашивается. Вот такое слово здесь может подойти. Третье, что не нужно делать со своей психикой, это путать симптомы и причины. Потому что симптомы и причины зачастую это не одно и то же. Очень часто люди хотят убрать симптом,
Например, тревогу, убрать тревогу, панические атаки, убрать панические атаки и дальше ничего не делать, не разбираться, откуда взялась эта симптоматика, о чем она сигнализирует. Бессонницу, убрать бессонницу. Но симптом – это сигнал. Если привести в пример такую метафору, что вы водите машину и у вас загорелась лампочка в машине, то вы ее заклеиваете лейкопластырем, чтобы не видеть эту лампочку, и как будто ездите на этой машине как прежде. Ну, как прежде нет, скорее всего, она поломается, потому что эта лампочка сигнализирует о какой-то поломке, о какой-то проблеме. Так и в организме тревога, панические атаки или другие симптомы, они прям сигнализируют о том, что в организме, допустим, актуализировался какой-то внутренний конфликт, он актуализировался под влиянием какой-то текущей ситуации. Это очень важно, потому что не поняв это, можно зайти очень далеко в эти расстройства. Или периодически сваливаться в эти расстройства. Какой я могу привести пример здесь? Например, депрессивные состояния, они могут случаться вследствие хронического подавления чувств. Психосоматика – способ говорить телом о чем-то человеку, о том, о чем сам человек не разрешает себе говорить, признаться и так далее. И здесь выключить симптом, в общем, можно только на время. Работа в психотерапии – это работа заключается в том, чтобы понять, о чем сигнализирует этот симптом. И здесь приведу пример молодой девушки, которая приходила на прием, и она жаловалась на нарушение сна и панические атаки, и еще был там ряд жалоб. Здесь важно что сказать, что эта девушка была такая проработанная, подкованная, она ездила на ретриты, участвовала в таких семинарах, где проводилось холотропное дыхание или там медитации, и принимала холодный душ, обливалась и так далее. Не говоря о том, что вела здоровый образ жизни, витамины, магний и так далее. Но паника возвращалась, и расстройства усиливались, расширялись. Что в итоге? В итоге работы с этой девушкой там выяснилось, что присутствовала постоянная ситуация, где эта девушка подавляла агрессию, где она испытывала страх конфликтов и тотальный контроль. В данном случае, говоря об этом человеке, ее симптом, паническая атака, тревожность, нарушение сна, это были, оказывается, не враги, а даже, так сказать, друзья-симптомы, которые сигнализировали: обрати внимание. Когда мы просто убираем симптомы, мы как будто закрываем сигнализацию, но не тушим пожар. Еще одна метафора. И здесь нужно сказать, что иногда медикаменты нужны, потому что они позволяют нам как-то работать, дать ресурс, так сказать, костыль. Они дают ресурс на время, чтобы работать глубже. Четвертое, чего не нужно делать со своей психикой или на что обратить внимание, это на ошибки восприятия психики. Есть несколько опасных иллюзий. Первое: мне помогут только таблетки. Иногда медикаменты поддержка действительно необходимы, но таблетки не меняют жизнь, не меняют внутренний конфликт, жизненный сценарий. Они создают ресурсы для того, чтобы работать глубже, а дальше работа. Вторая иллюзия: я могу изменить другого. Но здесь скажу краткое предложение из одного слова: нельзя. Можно изменить свое поведение, свои границы, свои реакции, жизненный контекст. И иногда система начинает меняться, но другого изменить нельзя. Третье заблуждение – это решение должно быть привычным. Иногда человек годами использует один и тот же способ реагирования, как я уже приводила пример в начале этого видео, и кто захочет, может переслушать, пересмотреть. Это контроль, я приводила пример. Либо такой способ, как избегание, либо такой способ, как жертвенное поведение, либо агрессия. И не замечает, что именно этот способ реагирования, наоборот, создает проблему или углубляет ее. Пятое, чего не нужно делать со своей психикой,
это не нужно игнорировать собственную ответственность и понимание себя. То есть ответственность и понимание себя forever. На одном психотерапевтическом тренинге и я узнала для себя, что слово ответственность очень хорошо сочетается с таким словом надежность. Вот делюсь с вами этим знанием для того, чтобы лучше понимать это слово или понимать его с разных таких позиций. И мне понравилось это слово, что ответственность и надежность — это примерно вот об одном и том же. И психическое здоровье — это не отсутствие проблемы, да и вообще жизнь, и это не отсутствие проблем, а именно способность с ними эффективно, качественно, хорошо справляться. То есть ответственность и понимание себя — это способность осознавать, что со мной происходит, брать ответственность за свою жизнь, не обвинять родителей, не обвинять партнера, не обвинять обстоятельства, а спрашивать себя, что я могу сделать иначе, где моя зона влияния, чего я избегаю. Понимание себя — это прочная часть внутренней опоры, внутренней устойчивости, это зрелость. А зрелость всегда связана с ответственностью. Ну и немного о помогающих профессиях. Не буду в этом видео долго останавливаться на этом. То есть очень важно ориентироваться, кому уже идти за помощью, за поддержкой. Итак, психолог. Психолог — это специалист, который работает психологическими методами с психикой. Он специально обучен, работает с личностными трудностями, кризисами, отношениями. Психотерапевт — это специалист с клинической подготовкой, которая работает глубже, с расстройствами, внутренними конфликтами, устойчивыми симптомами. Ну и, наконец, психиатр — это врач, он занимается диагностикой психических расстройств и при необходимости назначает медикаментозное лечение. Кстати сказать, психотерапевтом может быть психолог, и психотерапевтом может быть врач. И это не конкурирующие профессии, это разные уровни помощи. Иногда достаточно психолога, иногда нужна комплексная работа, а иногда медикаментозная поддержка, и тогда нужен врач. Главное не оставаться одному в тяжелом состоянии, с тяжелой ситуацией. Итак, что хочется сказать в завершении этого видео. Самое опасное, что можно сделать со своей психикой, это игнорировать ее. Делать вид, что само пройдет, стыдиться обращаться за помощью или пытаться справиться там самостоятельно, где нужна поддержка. И берегите свою психику. Она не бесконечный ресурс. И в следующем видео этой трилогии мы подробно поговорим с вами о том, как выбрать хорошего специалиста в этих помогающих профессиях, на что ориентироваться и опереться. Спасибо за внимание. До следующих видео встреч.